Несколько месяцев назад ко мне пришли вот такие интересные джойконы QWERTY Steeler T5. В отличие от обычных джойконов, они имеют более эргономичную форму, за счет чего руки не устают даже спустя несколько часов игры. Как это бывает с оригинальными джойконами. Что лично для меня является огромным плюсом. Так еще они могут полностью заменить обычный геймпад. Но, пожалуй, начнем обзор с комплекта поставки. В небольшой белой коробке лежали сами джойконы, провод USB Type-C для зарядки, держатель для джойконов, который, кстати, превращает их в удобный геймпад, инструкция и смена крестовины. Если вам не понравилась та, что уже установлена. Например, я ее сразу же заменил, так как это мне показалось гораздо удобнее. Наверное, главной особенностью является универсальность, ведь это можно спокойно назвать полноценным геймпадом, ведь по размерам и удобству в использовании он ничем не уступает тому же Pro контроллеру. Но в то же время подсоединяйте их к вашему Nintendo Switch и получаете более удобные джойконы. А подсветка вокруг стиков придает устройству более премиальный вид. Она не раздражает и не слепит в темноте. Есть разные режимы подсветки, зажимаете кнопку T и нажимаете на стик, и выбираете, какой цвет вам больше нравится. Но как по мне, этот RGB-эффект выглядит максимально симпатично. Но если она вам не нужна, то просто ее отключите. Так вы еще увеличите время от одного заряда. Что насчет долговечности? То стики сделаны на датчиках холла, что исключает их дрифт спустя некоторое время. А все кнопочки с механизмом на микропереключателях, как те, что стоят, например, в игровых мышках. Отсюда и достаточно громкий звук при нажатии. Для кого-то это возможно минус. Например, я предпочитаю геймпады с бесшумными кнопками, а для кого-то это наоборот огромный плюс. На задней стороне у нас есть еще несколько кнопок. Две дополнительные кнопки, на которые можно заметить какое-либо действие в игре, а также две маленькие кнопки, одна из которых как раз отвечает за настройку биндов. Чтобы назначить действие на одну из дополнительных кнопок, зажимаете букву М и нажимаете на кнопку, которую хотите назначить. Все очень просто. А вторая кнопочка — это настройка вибрации. Можно выбрать силу вибраций или просто ее отключить, что я вам советую сделать, ведь это не HD Rumble, а самая обычная жужжалка, но об этом чуть позже. По ощущениям, это действительно качественное устройство, которое хорошо собрано, удобно лежит в руках, а за счет прорезиненной спинки не будет выскальзывать даже спустя пару часов игры. Отдельная благодарность за то, что джойконы надежно сидят в креплениях и не люфтят. Надеюсь, через время люфта, как с обычными джойконами, не случится. Автономность этого геймпада джойконов около 8 часов. Вы точно успеете наиграться, прежде чем они сядут. И это при условии включенной вибрации и подсветка стиков. Заряжать их можно прямо от свитча, как и оригинальные джойконы. Или по проводу, но придется заряжать каждый по отдельности. А это не очень удобно, поэтому просто заряжайте самого свитча и будет вам сказка. Что-то я совсем забыл про гироскоп. Он здесь есть, и пользуюсь я им постоянно. И не могу сказать, что он какой-то не такой. И отличается, например, от оригинальных джойконов. Если вы искали достойный геймпад джойконы с хорошим гироскопом, то это отличный вариант. Из минусов я могу отметить вибрацию, ведь это не HD Rumble, а самая обычная жужжалка, которую рекомендую отключить, так как смысла от нее немного, но автономность будет лучше. Второй минус — это габариты. Держать свитч стало намного удобнее, но из-за этого он сильно увеличился в размерах, а значит, он больше не поместится в оригинальный чехол. Да и брать с собой такую махину уже не очень хочется. На этом минусы заканчиваются. Я порекомендовал это чудо людям, которые в основном предпочитают играть на диване или в кровати. Одним словом, для домашнего использования. Ведь если вам не нужно брать ее с собой, то вам все равно какой там размер у консоли. Главное, чтобы было удобнее играть. А вот если вы часто берете куда-то консоль, то лучше выбрать что-то помобильнее. Или использовать оригинальные джойконы. В любом случае, за эту цену вы получите сразу два устройства: полноценный геймпад и удобные джойконы. Мне они очень понравились, и я могу смело рекомендовать их к покупке. А сделать это можно, перейдя по ссылочкам из описания видео. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Не забудьте написать комментарий, ну и про лайк тоже не забывайте. До скорого!